«Джим, что ты только что сказал моей матери?» Голос Чингука дрожал, и весь стадион внезапно затих. Десятки тысяч болельщиков еще ликовали, но теперь никто не понимал, почему Чингук смотрит на Джима глазами, полными шока и страха. Затем произошло нечто, к чему никто не был готов. Мать Чингука, которая гордо улыбалась из сектора до специальных гостей возле сцены, внезапно схватилась за грудь. Ее лицо побледнело. Один шаг вперед, еще один шаг, и затем она упала. Полный хаос разразился на стадионе. Прежде чем мы начнем эту невероятную историю, расскажите мне в комментариях, откуда вы смотрите матч и что, по вашему мнению, мог сказать Джим, что в одно мгновение все изменилось. То, что должно было стать самым эмоциональным концертом BTS в этом году, внезапно стало началом кошмара, который навсегда потряс бы отношения между Джимом и Ми Чон Чуком. Никто не знал, что Джим хранил секрет, связанный с семьей Чингука. Секрет настолько опасный, что даже RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп и Тейн спорили о том, стоит ли его когда-либо раскрывать. Но в ту ночь, стоя под яркими огнями стадиона, Джим принял решение, которое он никогда не сможет отменить. Через несколько секунд мать Чингука упала перед всеми. И когда медицинский персонал бросился к ней, Чингук повернулся к Джиму с таким взглядом, которого никто из участников BTS никогда раньше не видел. Потому что правда за этим моментом была намного хуже, чем кто-либо мог себе представить. Музыка уже остановилась. На гигантских экранах, которые еще несколько мгновений назад показывали улыбающиеся лица, теперь отображались растерянные кадры, когда сотрудники спешили по сцене. Фанаты застыли на своих местах, не понимая, что происходит. Чингук не двигался. Его взгляд оставался прикованным к Джиму, в то время как медицинский персонал окружал его мать всего в нескольких метрах от него. Все казалось нереальным. Еще минуту назад они праздновали еще один успешный концерт. В следующую минуту казалось, что весь мир рушится. «Что ты ей сказал?» Снова спросил Чингук. На этот раз голосом тише, но почему-то еще страшнее. Джим тяжело сглотнул. Впервые за этот вечер он отвел взгляд. Эта единственная реакция заставила сердце Чингука сжаться, потому что Джим никогда не избегал зрительного контакта, если только что-то не было серьезно не так. RM тут же встал между ними. «Не здесь», — тихо сказал RM. «Нам нужно всех отвезти за кулисы». Но Чингук едва услышал его. Его внимание постоянно возвращалось к его матери, лежащей на полу в окружении медицинского персонала. Затем он заметил что-то странное. Даже когда он был без сознания, рука его матери крепко сжимала сложенный листок бумаги. Листок бумаги, которого раньше там не было. Листок бумаги, который Джим сразу узнал. Его лицо побледнело. И именно в этот момент Тэйон понял, что произошло. «Нет», – прошептал Тэйон себе под нос. Он отдал его ей. Джим на мгновение закрыл глаза. Этой тишины было достаточно, чтобы ответить на все вопросы, потому что на листке бумаги хранился секрет, который никто не должен был увидеть до окончания тура. Секрет, связанный с семьей Чингука. Секрет, связанный с решением, принятым много лет назад. И теперь было слишком поздно. Ущерб уже начался. Когда охрана уводила BTS со сцены, тысячи фанатов с недоумением наблюдали за происходящим. Никто не знал, что за кулисами самый большой конфликт между Джимом и Чингуком только начинался. Пока все остальные волновались за мать Чингука, сам Чингук начал понимать, что тот, кому он доверял больше всех, скрывал от него что-то. Что-то огромное, что-то личное. Что-то, что могло изменить его взгляд на всю жизнь. И прежде чем ночь закончится, он потребует ответов, независимо от того, кто пострадает в процессе. В тот момент, когда BTS вошли в коридор за кулисами, атмосфера стала еще тяжелее.
Сотрудники бросились во все стороны. Менеджеры срочно говорили по рации. Медицинский персонал вез мать Чингука к ожидающей машине скорой помощи, а камеры и репортеры держались подальше от места происшествия. Но для Чингука все это больше не имело значения. Все его внимание было сосредоточено на Джине. «Скажи мне правду», — сказал Чингук. Его голос был негромким. В этом не было необходимости. Холодность в его тоне была достаточной, чтобы заставить всех остановиться. Даже Джин, которая обычно старалась успокоить любую ситуацию, молчала. Джим Мин стоял неподвижно. Его руки слегка дрожали по бокам. «Чингук», — начал он. «Не сейчас». «Тогда когда?» — перебил Чингук. После очередной лжи. Эти слова ударили сильнее, чем кто-либо ожидал. Джим Мин выглядел искренне обиженным. Но Чингук не сдался. Недели смятения, неразрешенных вопросов и странного поведения внезапно обрушились на него. Он помнил каждый момент. Каждый раз, когда Джим Мин исчезал, чтобы ответить на личный звонок. Каждый раз, когда RM и Шуга внезапно меняли тему разговора, когда он входил в комнату. Каждый нервный взгляд, которым Таун обменивался с Джимом Мином всякий раз. Семья была упомянута. В то время Чингук убедил себя, что это ничего не значит. Теперь он понял, что все что-то скрывали. «Вы все знали», — медленно произнес Чингук, оглядывая комнату. «Разве нет?» Никто не ответил. Это. Тишина была похожа на признание. Чингук один раз рассмеялся, но в этом не было юмора. Невероятно. RM шагнул вперед. «Чингук, внимательно слушай меня. Мы пытались защитить тебя». «Защитить меня», — резко ответил Чингук. «Моя мать просто упала в обморок перед 20 тысячами человек». Никто не мог с этим спорить. В коридоре снова воцарилась полная тишина. Затем Тюн наконец заговорил. Этого не должно было случиться. Чингук тут же повернулся к нему. «Тогда расскажи мне, как это должно было случиться». Тюн замялся. Это колебание говорило само за себя, потому что правда была намного хуже, чем Чингук себе представлял. Несколько недель назад в штаб-квартиру BTS прибыла посылка. Она не была адресована компании. Она не была адресована руководству. Она была адресована непосредственно Джину. Внутри находилась старая коллекция документов, писем, фотографий и рукописных заметок, связанных с историей семьи Чингука. Сначала все подумали, что это подделка. Затем Шуга начал расследование. То, что он обнаружил, шокировало всех. Каждый документ был настоящим. Каждая подпись была подлинной. Каждая дата совпадала с официальными записями. И внутри этих бумаг было одно откровение, которое грозило разрушить все, во что верил Чингук. Касательно своего прошлого. Джин хотел рассказать ему об этом немедленно. RM не согласился. Шуга считал, что им нужно больше доказательств. Джин беспокоился об эмоциональном состоянии Чингука во время мирового турне. Тюн считал, что Чингук заслуживает правды, какой бы болезненной она ни была. Несколько недель участники группы спорили за закрытыми дверями, а Чингук оставался в полном неведении. Но сегодня вечером все изменилось, потому что Джим Мин принял решение, не посоветовавшись ни с кем. Он тайно встретился с матерью Чингука перед концертом и показал ей документы. Теперь она была в больнице, и никто не знал, был ли обморок вызван шоком, страхом, чувством вины или чем-то еще хуже. Внезапно к ним подбежал менеджер. Его лицо было бледным. Скорая помощь только что приехала в больницу. Все посмотрели. «Как она?» — спросил Чингук. Менеджер замялся. «Она в сознании».
На лице Чингука на мгновение появилось облегчение. Затем менеджер продолжил, но первое, что она сказала после пробуждения, было: она хочет поговорить с Джимом Мином наедине. Весь коридор замер. Чингук смотрел на него с недоверием. «Что?» Она специально попросила. «Джим Мина». У Чингука перехватило дыхание. Из всех, кого она могла бы попросить, она выбрала Джима Мина. Не своего сына, ни семью, ни участников группы. Джим Мин осознание ударило его как удар кулаком. Какой бы секрет ни существовал между ними, он стал намного больше, чем он когда-либо представлял. И впервые за эту ночь Чингук начал бояться, что правда, ожидающая его в больнице, может оказаться чем-то, к чему он не готов. Потому что если его собственная мать хотела увидеть Джина, прежде чем поговорить с ним, то, возможно, секрет касался не только прошлого. Возможно, он касался его самого. И, возможно, все вокруг знали об этом гораздо дольше, чем он думал. Поездка в больницу казалась бесконечной. Начался дождь, падающий на окна черного фургона, везущего BTS по городу, создавая размеренный ритм, который только усиливал тишину внутри. Никто не хотел первым заговорить. Никто не хотел случайно раскрыть слишком много. Чанг Кукук сидел у окна, скрестив руки на груди и глядя в темноту за окном. Каждые несколько минут его телефон вибрировал от сообщений от сотрудников, друзей и членов семьи, которые уже узнали об инциденте в интернете. Он игнорировал каждое уведомление. Сейчас ему хотелось только одного — правды. Напротив него тихо сидел Джум, опустив голову. Обычно, если Чингук был расстроен, Джум сразу же пытался его утешить. Но сегодня все было иначе. Сегодня Джум выглядел как человек, несущий бремя, которое он больше не мог контролировать. Арэм тоже это заметил. «Тебе не нужно делать это в одиночку», – осторожно сказал Арэм. Джум поднял голову, но не ответил. Шуга вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Проблема в том, что мы уже опоздали». Никто не возражал, потому что в глубине души все знали одно и то же. Секрет достиг той точки, когда его больше нельзя было скрывать. Теперь оставался только один вопрос: какой ущерб это причинит? Когда все наконец-то выйдет наружу. Через 20 минут фургон прибыл в больницу. Охрана быстро освободила частный вход, пока репортеры собирались снаружи. В тот момент, когда Чингук вышел из машины, он двинулся быстрее всех. Он не стал ждать объяснений. Он не стал ждать персонал. Он направился прямо к лифтам. Джум последовал за ним на несколько шагов позади. К тому времени, как они достигли частного этажа, врач уже ждал их. Его выражение лица сразу же всех обеспокоило. «Как она?» – спросил Чингук. Врач сложил руки на груди. «Вместе. Физически стабильно. Пока что». Чингук выдохнул, не осознавая, что задерживал дыхание. Затем доктор продолжил, но эмоционально. Он остановился. Она крайне расстроена. Чингук почувствовал, как сжалось его сердце. «Могу я увидеть ее?» Доктор медленно кивнул. «Можете». Но прежде чем это сделать, он посмотрел прямо на Джума. Она настаивает на том, чтобы поговорить с ним. Сначала. Коридор мгновенно снова стал тихим. Чингук не мог поверить тому, что он слышал. Его собственная мать была в этой комнате. Она упала в обморок.
перед тысячами людей, и все же хотела увидеть Джума, прежде чем увидеть своего сына. Боль на лице Чингука было невозможно скрыть. Джум это сразу заметил. «Чингук, иди». «Чингук». Холодно перебил его. Джум замер. «Что?» «Ты...» Слышал его. Чингук отвел взгляд. «По-видимому, ты тот человек, которого она хочет. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за их любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не представляет собой подтвержденные факты.